В общепит здоровые люди не приходят работать. Нас можно купить за смайлик. Хорошо. Плохо. Нужен ли вообще нам психолог на работе? Ты можешь предложить людям психолога, а им нужно повышение. Ну вот я руководитель специфического, да, то есть направления. Я шеф-кондитер. Я творю. А что ты умеешь делать? На руках ходить. Или, может, на дудке играть. Идеальный краткий экскурс, как пройти собеседование. Всем привет, это канал Bake No Fake, и меня зовут Валера Садко. Сегодня у меня в гостях очаровательная девушка и мой ментор в какой-то степени в сфере гостеприимства, hospitality, и человек с огромным экспертным мнением и опытом Дарья Спичакова. Даша, здравствуй. Всем привет. Мне кажется, я максимально неловко реагирую на приветствия, комплименты. Вот, так что тон ты уже задал, я уже успела покривляться. Я благодарю тебя за то, что ты ценишь мое экспертное мнение, более того, называешь его экспертным. Большое спасибо. Слушай, первый вопрос, который хотелось бы с тобой поднять, на самом деле, я как человек, отработавший уже порядка 17 лет в этом году будет в сфере гостеприимства и ресторанном бизнесе, работал в разных проектах. Я работал и в ресторанах, и в сетевых ресторанах. Это были маленькие, большие сети. Я работал в отелях. В отелях успел поработать в разных звездных категориях и сегментах. 3, 4, 5 звезд, да, там бизнес-класса, не бизнес, туристического формата, какого-то лакшери-сервиса. И вопрос к тебе, чтобы помочь немного разобраться, есть ли все-таки отличие вот F&B проектов в отелях от ресторанной деятельности, в принципе, как отдельного ресторана? Да, конечно. И я думаю, что ты меня поддержишь в моем ответе. Работа в отдельно стоящем ресторане– это суперавтономная работа. А работа в отеле– это во многом пучина взаимодействий, пучина согласований, в которую ты падаешь, да, когда тебе нужно понять, кто конкретно занимается, какой функцией, каким образом твоя функция взаимодействует с остальными. Вот всяческие там препятствия при принятии какого-то простого решения. Это я негативные моменты перечисляю, в том числе и позитивные. У тебя есть возможность коллаборироваться с профессионалами, опыта работы которых ты больше нигде не понюхаешь, не почувствуешь и никаким образом не попробуешь. Это другой мир, абсолютно другой со своими правилами. А то, что касается отдельно стоящего ресторана, тут правила устанавливаешь ты сам. Ну или ты с другими ответственными лицами. Понятно. Слушай, вот со всеми своими друзьями или коллегами мы очень часто поднимали историю о том, что в общепите, ну, мы, конечно, смеялись всегда, типа, что в общепит здоровые люди не приходят работать в плане какого-то психологического формата. И тут у меня вопрос есть о том, что можешь ли ты мне помочь определить, есть ли какой-то определенный портрет у людей, которые работают в сфере гостеприимства, какой-то психологический или вообще даже не то, что психологический, а просто вот какие-то основные точки, критерии человеческие, профессиональные, то есть людей, которые работают там, грубо говоря, как объединить их под одну гребенку, вот какой-то общий портрет. Мне кажется, что общего портрета нет. Люди работают совершенно разные, абсолютно разные по профилю. Мне кажется, что единственное, что всех объединяет так или иначе, это сентиментальность. Мы реагируем на какие-то эмоциональные вещи. Кто-то больше, кто-то меньше. Нас можно купить за смайлик. Сказано отлично Ну, просто. это правда на самом деле. На нас вот такие вот социальные моменты и социальные отношения для нас, для работающих в гостеприимстве, иногда значат гораздо больше, чем материальные. Хорошо. Плохо, это плохо. Ну, это хуёво на самом деле, потому что, ну, работа должна оставаться работой, одной из граней твоей жизни. А когда ты начинаешь погружаться в пучину эмоций и на работе тоже быть эмоционально супер привязанным к себе, к людям, к процессам, это, ну, не всегда здоровая история. Слушай, ну вот да, окей, хорошо. Но вот меня учили очень много разных людей, да, я проходил огромные тренинговые программы, меня там дрючили мои
руководители о том, что вот, типа, ты слишком эмоциональный, HR-департамент на меня гнал, ты слишком эмоциональный, еще что-то. Ну вот я руководитель специфического, да, то есть направления, я шеф-кондитер, я творю, я создаю. А как это делать без эмоций? Как, ну, то есть, ну, это, ну, мне кажется, чтобы научиться включать-выключать, это какую-то кнопочку у себя найти, точку G или что это, я не знаю. То есть, ну, это не так просто сделать, а тебе просто говорят, типа, нет, ты не можешь быть эмоциональным, ты руководитель, ты менеджер. Ты можешь быть эмоциональным. Важно соблюдать какой-то определенный баланс, находить какую-то гармонию. Знаешь, такое радосто-печали. То есть не особенно сильно такой экзальтированный и не очень грустный. Ну, Окей. почему бы и нет? У тебя есть право на твой полет вдохновения, но при этом у тебя есть производственный процесс. У тебя есть производственный процесс, у тебя есть твое вдохновение, и у тебя есть технологическая карта, у тебя есть рецептура, у тебя есть технология приготовления. Куда ты там эмоцию положишь? Сколько? Как ты ее отмеришь? Ну, Куда ты чтобы, ее всунешь? ну, что, Каким пунктом? ну, чтобы прийти к технологической карте же нужно пережить эмоции. Ну, переживай себе здоровье дома, а потом успокойся и приходи. Шутка. Окей, хорошо. Как раз вопрос у меня тогда появился очередной. Эмоциональный интеллект. Я проходил много тренингов, и в том числе даже от тебя у меня был тренинг, в принципе, по что такое эмоциональный интеллект, и как с ним совладать, и все остальное. То есть о том, что сейчас, ну, то есть зачастую вот это вот понятие интеллекта обычного, да, там умственного, оно там ушло на какой-то другой, на задний план, грубо говоря. И эмоциональный интеллект стали выше ставить в том плане, что больше на нем акценты делать, потому что его же нужно развивать и что-то делать. Что ты можешь сказать по этому поводу? Как можно помочь вот этот вот эмоциональный интеллект развивать и в какую сторону? Ну, что ты имеешь в виду? В какую сторону? Что значит, что в твоем понимании означает эмоциональный У интеллект? меня, Обладать развитым эмоциональным интеллектом. наверное, вот это вот в этом хороший вопрос, потому что у меня был хороший пример. Я работал в сети пекарен кондитерских, у меня была учредительница очень, очень потрясающая, и мы с ней разговаривали как раз на тему эмоционального интеллекта, и мы с ней как черное и белое. Если я человек супер экспрессивный, то есть у меня там вот это вот все, то она вообще ровно, полностью ровно, и при этом мы с ней разговариваем, она говорит, наверное, нужно сходить к психологу, потому что у меня слишком это ровно, то есть у меня вообще вспышка слева, вспышка справа, а я вообще, то есть, как после новопосита, а то, может, еще и потяжелее, то есть. И вот как прийти к какой-то золотой посередине? Я думаю, что это вопрос индивидуальный для всех, как прийти к золотой середине. Но мы отходим с тобой от темы эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект — это умение не только управлять своими эмоциями, но и стараться ам, иметь возможность управлять, направлять эмоции других, да, правильно взаимодействовать. Мгм. И то, какой ты, здесь не так важно. Здесь важно то, насколько ты можешь взаимодействовать с другими людьми и насколько это взаимодействие с другими людьми успешно происходит Мгм. и экологично для обеих сторон. Безэмоциональность — это тоже фишка, это тоже качество. Почему бы и нет? Ну, зачем в себе сомневаться и говорить о том, что ты какой-то маловозбудимый? Ну, может быть, ситуация тебя не возбуждает, не заводит тебя эта ситуация. Почему бы и нет? Оставайся невозмутимым. Хорошо сказано. Ну, Тут не я поспоришь. не вижу в этом, я не вижу в этом проблемы. Я вижу проблему в том, что адекватный человек, который занимает такую решающую роль в бизнесе, да, разговаривает на языке бизнеса, да, принимает какие-то решения, считает свое хладнокровие, правильно ли я говорю, так ли Мгм. она себя Да. вела, считает свое хладнокровие как чем-то негативным. Тогда из этого у меня вытекает следующий вопрос. Нужен ли вообще нам психолог на работе? Мне кажется, на работе нам нужен массажист или, по крайней мере, массажер, или или хотя бы массажные кресла. Это необходимо всем, особенно тем, кто работает, в производстве. Операционистам всем необходим Мне массажист. кажется, эти кресла А будут то, менять что часто. то, что касается ментального здоровья, это очень, деликатный момент. И, этот момент очень-очень потихоньку входит, в нашу жизнь, и насильно, э, предлагать его, насаждать его — это очень такая
такая аккуратная тема, я бы не стала это инициировать. Если бы у меня, была возможность решать, вот, и если бы у меня был бы, там, условно говоря, задача передо мной стояла, или я считала это вот прям необходимым, нужным, целесообразным, я бы 300 раз подумала и взвесила, потому что, в первую очередь мне нужно было бы оценить аудиторию, да, на которую должен работать этот психолог. Вот, потому что любое привлечение каких-то людей, каких-то специалистов, вложение средств в привлечение специалистов — это такая two-way street. Ты можешь предложить людям психолога, а им нужно повышение. Хороший вопрос опять задела. Обожаю. Это как, один человек сказал: "Топ любимых 10 вопросов от Валеры". 10 А, вопросов от Валеры. людям нужно повышение. Здесь у меня тогда рождается вопрос на тему того, что, как себя правильно оценивать, потому что повышение всегда такая очень интересная вещь для меня. Я видел очень много разных ситуаций. Я видел ситуации, когда это с помощью шантажа получали люди должности, зарплаты. Я видел, ситуации, когда, ну, через постель, ладно, это отдельная история. Ее мы не касаемся. Такого я не видел, но знаю. У меня была история. Я отработал в отеле 2 года, и отработал, меня все устраивало. То есть я там не претендовал на повышение заработной платы, потому что у нас, в принципе, была переиндексация раз в год. Меня устраивали условия, там какие-то меня как руководителя устраивало то, что там на мой аутлет обращают внимание, дополнительный инвентарь и все остальные вещи. Но спустя 2 года, мой руководитель задал мне вопрос. Естественно, это задал не просто так, просто потому что его турнули. Но перед уходом он, видимо, решил всем насолить. И он задал вопрос, который на самом деле в какой-то степени немножко заставил работать, мой мозжечок, мои извилинки. Он, говорит: "Валера, почему ты за 2 года ни разу не просил повышения зарплаты?" И я вот думаю, со мной что-то не так. Я себя как-то не так оценивал за эти 2 года. Или, ну, то есть, или почему это так происходит? И тут же еще одна история есть у меня выливается. Отработав в Дубае с нашей совместной коллегой, мы общались на эту тему, и она рассказала Саша, очень привет. она рассказала очень интересную историю на тему того, что европейцы, когда приходят работать, они выбивают себе зарплаты. То есть они могут не подписывать джоб-оффер. Недавно вот общались опять-таки же с нашим общим знакомым Андреем на тему того, что он рассказал историю своего шефа. То, что он тоже, то есть его там предлагали работу, он 3 раза не подписывал джоб-оффер, на четвертый подписал, то есть теми условия, которые мы устроили. Почему мы так соглашаемся? Это наш менталитет такой или я такой? То есть вот как вот это вот объяснить? Мне кажется, что тут такой вопрос большой, вопрос глобальный, и ты затронул еще очень хорошую тему о том, как люди выбивают себе зарплату, о том, как они там согласуют какие-то другие условия для себя. Вообще, в принципе, никому не открою Америку, как а, просить денег, как просить зарплаты, очень просто. Нужно подумать о себе и проанализировать самого себя относительно ситуации на рынке. Вот ты есть человек, занимающий какую-то определенную позицию, выполняющий какой-то определенный ряд функций. И есть на рынке вакансии, которые стоят определенное количество денег. И тоже эти вакансии подразумевают под собой определенное количество функций. Подходим к этому вопросу математически. Если количество функций, которые ты выполняешь за время вот этих вот 2 лет, 1 года, там, 6 месяцев, возросло, если твоя работа оказала положительное влияние на рентабельность, на доходную часть, если твоя работа изобиловала какими-то ноу-хау, если твоя работа отразилась на м, показателе удержания персонала, который является тебе подотчетным, значит, у тебя есть основания просить дополнительных денег. Но опять же, когда мы идем просить и решать подобный вопрос, необходима доказательная база. Необходимо, опять же, проанализировать свой опыт работы, что было сделано за это время, проанализировать влияние того, что было тобой сделано на
текущую жизнь предприятия, да, все, что было положительное, все себе в копилочку, все складываем. Все кейсы, все у нас заботливо уложены, вот мешочки вот тут вот под глазами. Плюс, опять же, сравниваешь с тем, что происходит на рынке. Там специалист такого же такой же позиции, смотришь, какой у него функционал. Вот столько-то он делает вещей, это стоит столько-то денег. А я делаю больше, значит, соответственно, я стою, возможно, немножко больше. Вот. И дальше уже это вопрос м, возможностей работодателя, его текущих условий, позволяет ли там, если рентабельность предприятия позволяет, то вопрос может решиться в положительную сторону достаточно быстро. А если, работодатель заинтересован в удержании тебя как специалиста, и он видит, что вот этот вот наборчик каких-то кейсов, которые ты уже сделал, это не все, на что ты способен, и ты можешь больше. И если работодатель скажет: "Прекрасно, даем тебе прибавку, но за это ты будешь делать еще вот это, еще маленькую пупочку". Вот. И вы договариваетесь, и происходит какое-то вообще соединение ваших общих интересов, то замечательно, все хорошо. Но представь себе ситуацию. Вот там некий там, какой-то там шеф или не шеф, или человек. Вот он приходит на какую-то определенную позицию собеседоваться. Есть исходные данные, есть там пакет какой-то, есть зарплата. И человек хочет, попросить, считая себя перспективным кандидатом, желает попросить себе зарплату, условно говоря, на 20% больше. Я поставлю себя на место работодателя, я на месте работодателя сейчас, ставя себя на место работодателя, и ты себя поставь на место работодателя. Тебе предлагают твое изначальное предложение увеличить на 20%. Увеличатся ли твои ожидания от этого сотрудника пропорционально тоже на 20%? Мгм. И представь себе, насколько ситуация может в будущем ближайшем или каком-то далеком произойти грустная и печальная, когда вот эти вот все ожидания между собой не сошлись. То есть изначально вот у меня есть вот такая сумма, вот от нее я ожидаю вот такого выхлопа, такого эффекта. А когда ты мне заявляешь, я хочу на 20% больше, так и я хочу на 20% больше. Почему бы и нет? Вот, мне кажется, что это такая самая максимально здоровая позиция в этом вопросе. Это очень Я крутая ответила на твой информация. вопрос? Да, абсолютно на все 100. Я не имею ничего против человека, который, придя на собеседование, вкладывается эмоционально в общение с человеком, который осуществляет подбор персонала, или с руководителем, который принимает решение, и уже в моменте собеседования начинает повышать свою ценность, повышать свою стоимость. То есть представь себе, приходит к тебе сотрудник и, ничего не прося, показывает свою заинтересованность в твоем бизнесе, в том, что ты делаешь, или частью чего ты являешься. То есть пришел к тебе официант, который уже посмотрел все социальные сети, придумал, подумал, какие гости ходят, рассказал тебе какие-то свои там впечатления, воззрения о том, как он будет работать. А представь себе, что это не линейный сотрудник, а руководитель, который проанализировал твои там текущие потребности, который, если уж мы говорим о ресторане, и если уж мы говорим о каком-то производственном процессе, который посидел, любовным взглядом на все посмотрел, проанализировал текущую ситуацию и, максимально корректно, максимально экологично говорит тебе о том, что вот я у вас побывал, я на вас посмотрел. Мне кажется, что моя работа повлияет супер позитивно и супер благотворно на вот эти и вот эти вот пункты, что в ближайшем будущем даст вам вот такой вот репутационный, вот такой вот финансовый и вот такой вот еще какой-нибудь выхлоп. Захочется ли тебе перепридумать для него предложение? Вот если ты decision maker или там как-то примазался к принятию решения, имеешь какое-то, не знаю, возможность голосовать. Идеальный краткий экскурс, как пройти собеседование. Ну, нет, проходить собеседование, мне кажется, что это кто-то другой должен объяснять, как проходить собеседование.
Вот. Ладно, хорошо. Тут у меня есть тогда интересная тема и вопрос. Когда руководители, не руководители, когда владельцы заведения, основатели, сейчас плохо говорить владельцы, Учредители, да, собственники. да, они нанимают профессионала компетентного на большую заработную плату. Почему зачастую, вот я сталкивался с тем, на моем опыте, за мою работу в общепите и в гостиничном бизнесе, у меня, наверное, был только 2 учредителя, ну, 2 компании, ну, то есть их учредители, которые давали полную свободу или прислушивались к моему мнению экспертному как руководителю. Зачастую я сталкивался с тем, что учредитель, нанимая профессионала, того или иного уровня, в первую очередь, конечно, меня, да, то есть как единицу. И когда я иду с каким-то экспертным своим мнением, заключением о том, что так лучше не делать, лучше делать так. И, ну, то есть вижу противостояние, негодование, либо вообще о том, что не слышат люди. Мгм. Почему так происходит? Ведь люди же платят большие бабки этому, они нанимают этого человека, но при этом они его не хотят слышать. Если позволишь, я отвечу на этот вопрос, а потом пошучу смешную шутку. Я забыла пошутить про зарплату. Давай. Отвечая тебе на этот вопрос про вовлеченность учредителей в процесс, про то, что, возможно, они не помогают, а возможности частично мешают профессионалам заниматься своей работой, заниматься своим делом. Ам, Есть такая интересная вещь, которая характеризует только собственников и только учредителей и мотивирует их вовлеченность вообще в бизнес или в любой там какой-то процесс, в который они решают в какой-то момент влезть и, опять же, любовным взглядом туда смотреть. Они ассоциируют результат работы заведения, предприятия со своей репутацией. Не все сотрудники, которые на них работают, профессионалы, недопрофессионалы, неважно, не все ассоциируют результат своей работы со своей репутацией. А собственники, учредители, да, всегда. Для них это вопрос очень тесно связанный с тем, как они формируют и продвигают свой личный бренд. В формате предприятия, ресторана, отеля, кафе, шмафея, неважно чего, не у всех людей будет такое же отношение к бизнесу. Поэтому я положительно отношусь в общем и целом к вовлеченности собственников, учредителей, владельцев в бизнес. На сколько процентов это должно быть? It depends. You know. Нет, на самом деле это тоже вопрос взаимодействия, вопрос деликатный, потому что вот где должен включаться эмоциональный интеллект у всех сторон, и у учредителей, и у профессионалов, которых они наняли, в процессе «давай договоримся», «давай и пообщаемся», «давай выслушаем друг друга», «давай рассмотрим разные точки зрения», «давай попробуем по-твоему, а потом по-моему» и посмотрим, что получится. Я сейчас прям вспомнил таких учредителей, которые у меня были. Разные есть учредители. Ты же прекрасно понимаешь, что из учредителей, которые несут с собой какой-то негативный опыт взаимодействия, ты в любом случае выносишь свой полезный опыт. Да, абсолютно. Тот или другой. А как любой операционный руководитель, ты матереешь с увеличением количества кейсов, да, там, моментов в работе, которые ты решил, с которыми ты уже встречался, которые ты знаешь, каким образом вообще притворять в жизнь или, наоборот, предотвращать. А учредитель должен участвовать в операционной деятельности? Уже конкретно, приведи конкретный пример. Ну, вот, допустим, я руководитель, ну, я учредитель, у меня есть своя пекарня-кондитерская. Я Ну, вставать к столу, готовить торты или разносить заказы, или готовить, варить кофе. ну, если ты хочешь быстрого возврата инвестиций, а денег на сотрудников у тебя нет, то да, конечно. Будешь платить зарплату сразу только себе за все, за И все. сам буду все делать. Да, и сам будешь все делать, и сам будешь за все отвечать, и все говно хавать, которое тебе гости говорят за любую задержку, за любую невкусность, за любое там несоответствие желаемого и действительного. А что ты грустишь? Что ты грустишь? Не, ничего.
Представляю уже, как я буду учредителем Представляешь, как ты будешь и буду зарплату учредителем? платить. А какая, кстати, шутка про зарплату? А, да, шутка про зарплату. А это не шутка, это реально found life, потому что это совершенно недавний опыт общения моего мужа со своим бывшим коллегой, который, значит, решил снова устраиваться, ну, прощупать почву, устроиться снова на работу, значит, в команду к моему мужу. И он спросил по поводу зарплаты, что там по поводу зарплаты. Артем озвучил сумму по поводу зарплаты. И, значит, этот соискатель говорит: "А есть вариант там что-то как-то побольше зарабатывать?" На что Артём, ну, в манере, ты это прекрасно знаешь его манеру, он отвечает: "А что ты умеешь делать? На руках ходить или, может, на дудке играть". Вот это к вопросу оцени и проанализируй свой функционал, свои компетенции, потому что если ты хочешь зарабатывать больше, то, пожалуйста, научись, не знаю, получи знания, там, если мы говорим про бартендера, в мастерстве кависта, сходи в школу сомелье. Ну, на дудке тоже будет не лишним, да, и на руках походить, знаешь, тоже тоже весело. Это реально вот то, как люди воспринимают, со всех сторон вопросы и дела о повышении заработной платы, о том, как денег просить. Видишь, люди некоторые не стесняются, просто спрашивают: "А есть вариант как-то там это побольше денег получить?" Хорошо, и тогда вопрос у меня любимый. Фанатизм в работе — это нормально? А ты считаешь, что это плохо быть, фанатиком своего дела? Но вот есть для меня все таки мне кажется, что есть разница фанатик и фанат. Хорошо, а тогда что ты вкладываешь в слово фанатизм? Это все таки у тебя происходит от слова фанатик или от слова фанат? Не знаю, но, наверное, правильнее будет сказать, что есть здоровый и нездоровый фанатизм, как я обычно это всегда изъясняюсь. Потому что в моем понятии здоровый фанатизм, как я видел, как вот, есть чудесный фильм "Меню", который на самом деле очень хорошо для меня он очень хорошо отражает. И вот мы смотрели вчетвером, ну, трое из нас, кто работал в сфере общепита, двое из нас, которые работали в лакшери-сегменте, и один, который так был, сбоку припеку. И, ну, вот мы вдвоем, кто работали в этой всей сфере, работали с этими шефами, с "Мишленом", со всем этим со всей помпезностью, мы это прям прочувствовали и прям вспомнили, как это. Хотя, ну, то есть у меня есть 2 примера "Мишлена". Есть "Мишлен", который прям классный, четко все, 1, 2, 3, 4. А есть "Мишлен", который то есть вот так вот. И когда там в тебя летят и тарелки, и все остальное. Помним мы эту всю мою любимую историю. Ну, слушай, мы же прекрасно знаем, что там отель "Гранд Будапешт" и, реальные отели — это абсолютно 2 разные вещи. И там условные, персонажи из сказки типа Паши Березина, Кристины Виноградовой. Всем привет. Вот, ну, такие прямо вот, эталонные, какие-то столпы гостеприимства, они, существуют очень редко. Если мы говорим вот о Но у них здоровый фанатизм для меня. Потому что для меня нездоровый это же в фанатизм любом случае это романтизация, это же все художественное преувеличение. интересно. Не знаю. Где-то, возможно, я с тобой не согласен. Но возвращаясь вот к нездоровому и здоровому фанатизму, для меня нездоровый фанатизм, когда ты работаешь на износ. Вот когда тебе поставили график, понимаешь, ну, ты А это знаешь, что очень по тяжело. законодательству у тебя 10,5 часов, а тебе твой менеджер говорит, типа, нет, надо работать по 12. Ой, слушай, это глобальная вообще история. Очень тяжело людям научиться себя любить. Очень тяжело. И очень тяжело людям, которые ставят себе в жизни, в работе какую-то супер высокую планку и заняты тем, что они эту высокую планку все время соблюдают и все время ее достигают. Очень тяжело расставить правильно приоритеты. Я сама дошла до этого совершенно недавно. Есть я на работе, это, условно говоря, может это сейчас прозвучать как, супер преувеличение, но это я персонаж. Вот я — это набор функций, которые я выполняю на работе. Но я выхожу с работы, и этот персонаж — это не я, это не Даша Спичакова, понимаешь? Это не весь набор моих черт, не весь набор моих там реакций, не весь набор моих дарований. Они у меня есть. Это совершенно другое. И я вот это вот оставляю на работе. Это не делает из меня хуже профессионала, хотя раньше мне казалось, что я должна все нести домой.
Я должна все нести домой, все проблемы, я должна работать в 6 утра, я должна работать в 12 ночи, вот другого нет, у меня только сейчас есть возможность, я буду учиться, я буду развиваться, кровь из носа и все остальное. Что в итоге я потеряла? Молодость. Это абсолютно нормально. Мы все в какой-то момент своей жизни, в какой-то момент профессионального развития, особенно люди с каким-то развитым эго, которые хотят чего-то добиться, которым есть куда стремиться, да, люди, которые карьерный план свой каким-то образом представляют, мечтают. Все в какой-то момент начинают работать с надрывом, забивать на себя, не любить себя, не жить, а работать. И это какой-то период, мне кажется, который нужно нам всем пережить. Мы, в принципе, из одного детства, все, в принципе, из одного теста, поэтому мы все переживаем этот момент. Важно из него вырваться. Найти тот момент, когда ты сможешь и захочешь из него вырваться. Потому что кто-то же любит впадать в жертву и я работаю с 9 до бесконечности, и выходные работаю. КПД при этом. Но я работаю. Такие тоже есть. Why not? Люди на блюде. Абсолютно. Ну, Я ответила на твой вопрос или да. я куда-то тебя Нет, увела в абсолютно другую ответила. Я сторону? просто думаю, стоит ли поднимать тему выгорания, потому Ну что да. обширная, ну, то есть она впоследствии в какой-то степени из этого вытекает. Но пусть лучше люди почитают книжки на эту тему Ну, хорошие. пусть люди, да, почитают книжки, конечно, лишним не будет. Ну, опять же, единственный рецепт от выгорания, который случается резко, часто, продолжительное какое-то выгорание, там кто-то решает там сферу поменять. Для ресторанного бизнеса выгорание вообще супер, мне кажется, регулярная штука. Только понять и прочувствовать тот момент, когда ты начнешь отделять себя от себя на работе. Вот и все. А это пипец как трудно. Это очень трудно. И ты думаешь, я такая вот вся пиздатая, все, я уже там, типа, Не, вот я тут сижу персонаж, тут я вышла. Нет. нет, я просто Нет, сижу и мне очень думаю, что тяжело, мне я кажется, я тащу научился этому. тащу за собой, тащу домой. Мои конгратуляции. Я очень рада, что ты научился. Вот, потому что мне кажется, что я периодически тоже, тащу с собой домой вот эту запару, это состояние запары в голове, которое меня потом мучает. Хорошо, давай с тобой немножечко поговорим теперь о вопросе по персонала, в принципе, в целом. О чем первый вопрос мой будет, это за момент того, как я брал интервью и работал с разными людьми, я постоянно слышу одну и ту же историю о том, что, ну, типа, не проблема взять, типа, без опыта человека и все тому подобное. И даже без опыта, неправильно я говорю, не без опыта, без образования. Вопрос стоял именно про важно ли образование вообще в нашей сфере. И даже вспоминаю, когда я работал, в отеле «Каринтия» питерском, и там была потрясающая девушка. Она сейчас, у нее свое агентство тренинговое в Москве, македонка. И она говорила о том, что: «Валера, типа, твое образование, но там речь немножко по-другому была, о том, что мне нет смысла высшее получать, потому что в сфере гостеприимства будет в первую очередь твой опыт стоять всегда». И, в принципе, по истечении многих лет я рассуждал на эту тему у себя в голове и со своими друзьями, и коллегами. Сейчас я понимаю о том, что брать человека без образования на работу, для меня это все равно в какой-то степени безысходность, отсутствие кадров. Да, кадровый голод там или какие-то сложности с наемом персонала, или низкий уровень заработных плат, или еще что-то. Но я все равно предпочту брать человека с образованием и поддерживаю о том, чтобы люди учились какой-либо, в принципе, профессии, естественно, в профессии, в которой я работаю, да, и в сфере гостеприимства и гостиничного бизнеса. И к чему я пытаюсь подвести свой вопрос, долгая предыстория, о том, что для меня образование — это снимает в какой-то степени определенную нагрузку, когда ты человека обучаешь. Когда человек приходит без образования, человек приходит зеленый, не понимает правил норм, техники безопасности, санитарных правил, то есть и много сопутствующих вещей. Когда человек приходит с образованием, даже пусть это будет год-полтора, да, он отучился, у него уже есть понимание, что такое кухня,
другу там есть понимание, что такое работать на ресепшене, что такое работать в хаускипинге, что такое работать, в бухгалтерии, в отделе по персоналу там, или в инженерном. То есть и для меня это своеобразная защита от дурака. О том, что хотя бы на этих порах, на первых порах человек не станет совать руку в слайсер, грубо говоря. Хотя и такое у меня было. Я до сих пор вспоминаю эту историю. Это просто когда у нас девочка, отличница, закончила с золотой медалью, порезала, внимание, палец на слайсере автоматическом, который сам нарезает. Я до сих пор, для меня это загадка, как это возможно. Ну, долго ли умеете? Вопрос к тебе. Играет ли важную вообще какую-либо роль или важную роль образование в нашей сфере? Если мы говорим о специальностях, которые требуют хорошего сочетания теоретических знаний и практических, практически все специальности, которые ты перечислил, да, я считаю, что образование будет вашим плюсом. Это знаешь, как пишут, господи, в описании вакансии, будет вашим плюсом. Я не рискну говорить о какой-то там номинальной большой ценности образования, в принципе, для человека. Все от человека зависит. Но ам, человек, который получил образование или получал его какое-то время, неважно, какое это было образование, он привык к какой-то определенной режимности и системности. А это в работе всегда будет положительным моментом. Очень круто сказано. У нас есть периодически, вот на моем последнем месте работы, есть потребность во взаимодействии со всякими учебными заведениями, высшими и средними. И это действительно в этом я вижу очень большое будущее для нашей индустрии в том числе, потому что кадровый голод нас еще не настиг, но я вообще с шевелящимися волосами а, предчувствую, что будет через несколько лет, а может и не будет, может ебанет, а может не ебанет, никто не знает. Смысл в том, что к нам приходят студенты, мы повышаем, значит, престиж профессии, которая в будущем надеемся, что эти студенты Мгм. придут ей заниматься, занимать, да, на наши какие-то вакантные места и вакантные должности. И разговаривая со студентами, они тоже периодически задают такой вопрос: вообще нужно образование или можно просто без опыта прийти? Я пытаюсь аргументировать вообще свою речь тем, что в университете или в колледже, или в любом, неважно, как называется ваше учебное заведение, вас научат доводить начатое дело до конца. Так или иначе. А это в работе очень сильно пригодится. И в определенный срок, да, понятие дедлайна Мгм. тоже, тоже Который очень важно. отсутствует. Да, почему бы и нет? И не знаю, насколько это актуально сейчас, но иногда учат в университете критическому мышлению. А это очень важно. Да, абсолютно. Короче, образование — это круто, чуваки. Хорошо. Учитесь. Другая сторона образования меня интересует. Работая в разных, ресторанах, зачастую, к сожалению, я это видел в ресторанах, в отелях на самом деле очень редко. Мне кажется, да я даже вообще не помню, видел ли это когда-то в отелях. Но в ресторанах вот, одни из моих прекрасных, замечательных учредителей, да, которых, я часто вспоминаю, у них есть тема о том, что официант, который у них приходит, новый сотрудник на работу, обязан пройти недельную стажировку на кухне. Не помню, чтобы повара проходили такие стажировки, но знаю, что в отелях есть другая система. А было бы очень полезно. Моя любимая, как называется? Кросс-тренинг. Кросс-экспожер, Да, кросс-тренинг. Да, да. да. Когда ты можешь пройти в другие департаменты и посмотреть, как они работают. Правда, к сожалению, я бы хотел там, у меня была мечта по неделю в каждом департаменте провести, но у меня всего было по паре часов. Но застал я очень хорошие моменты, поэтому мне это очень многое дало. Но возвращаясь обратно к сервису и кухне. А, Вот я бы, будучи учредителем, реально прям на
не знаю, на ежегодичной или полугодичной основе вводил бы это за правило о том, чтобы каждый сотрудник почувствовал себя в шкуре другого сотрудника, чтобы он посмотрел, что это такое, как это такое. Понятное дело, чтобы нужно это организовать без ущерба операционной деятельности, это 100%. А Но я бы, поддерживаю абсолютно тебя во всем. Я бы еще добавила, это нужно организовать. Точка. Этот процесс нужно не только организовать, но за этим процессом нужно очень внимательно следить. Потому что в любом случае все должно быть очень четко регламентировано. это что ты Понимаешь, о чем я? подразумеваешь? Нет, не до конца. Ну, представь себе вот ситуацию. Приходит человек, там, условно говоря, официант, зеленый, практически нулевой, но супер потенциально мы прям в него верим, очень хотим Мгм. его. Вот, значит, берем этого человека, и, значит, проходит он какие-то необходимые обучающие мероприятия, то, что касается сервиса и работы с гостями, и дальше его кидают уже в пучину, пожалуйста, стажировки на кухне. Мгм. А кто там за ним смотрит, что он там на кухне Ну это да, это стажируется? наше любимое. А что там происходит? Что он там китель надел и все хорошо? Ты прекрасно знаешь, что, любая кухня, любой цех производственный — это своя собственная жизнь. Там свои Каша. определенные правила, там свои определенные паттерны поведения. И не все взаимодействие благотворно. Не все взаимодействие Да. работает на привлекательность вот этого еще там, скажем так, не укрепленного места работы, да. То есть Мгм. ты тут уже можешь уже, собственно, задуматься: "Зачем мне это всё надо?" Да, абсолютно верно. Это важный процесс, это супер нужный процесс, потому что увидеть невидимые миру слезы, понимаешь, вот почувствовать, температуру, напряжение, скорость, обилие информации, организацию производственного процесса — это очень важно для человека, который, работает с гостями. Это чрезвычайно важно, это очень нужно. Но организация этого процесса — это тоже вещь, которая требует максимального внимания. Отлично кросс-экспозure проходит, с руководителями. Вот это вообще замечательно, потому что они самоорганизуются там себе, кросс-экспожурятся, вот, обмениваются опытом. Кто-то, конечно, филонит, но это тоже такой суперполезительный процесс. А то, что касается линейщиков, это надо супер все выстраивать. Ну и кухня в сервисе тоже должна быть. Естественно, тут тем более нужен человек, который будет над этим всем надзирать. А представь себе успешный ресторан, у которого нет понятия сезонности, у которого каждый день сезон, у которого Электричка. каждый день, да, приходит электричка на обед, потом на ужин, потом там, условно говоря, 3 посадки у тебя. Да, полностью там 3 раза у тебя целый ресторан сел. Когда там стажироваться? Там надо успеть бежать, гостей, любить, холить и лелеять. В идеальном мире, когда есть время, да, прекрасно, чудесно, замечательно. В реальном мире мы начинаем, сталкиваться с определенными там вот такими вот ситуациями и 300 раз думаем, надо ли нам это вот сейчас, может быть, потом. Интересно. У меня был прекрасный, чудесный, замечательный опыт предоткрытия. 2 было у меня предоткрытия. Одно, которое я организовывала, второе, в котором я участвовала как Мгм. сотрудник. И вот эта вот атмосфера, когда ты занимаешься сам научением персонала, или ты как персонал участвуешь в потреблении каких-то новых полезных знаний, и операционка тебя при этом не догоняет и по шапке не бьет, это прекрасно, чудесно и дает в будущем огромный выхлоп. Вот меня Так сейчас что будет вот у операционка тебя догонять и бить. вот, сори. Так что вот когда ты будешь открывать свое заведение, возьми перед открытием паузу для того, чтобы поучить и поучиться. Вот, мне кажется, что это будет очень очень круто. 100%. И это сразу работает на тимбилдинг, потому что постоянное недопонимание, постоянные какие-то граничащие с конфликтами ситуации, они, к сожалению, вот вытекают как раз из-за этого недостатка времени, которое мы бы могли уделить взаимному общению. Потому что как только мы начинаем какие-то... Ой, я тут уже сбегаю там вперед и в сторону. Как только мы начинаем пытаться соединять кухню и сервис, да, пытаться как-то вот
улучшить взаимодействие, там диалог организовать, сразу начинают всплывать какие-то недавние кейсы, а вот у меня было, а вот ты мне, а вот недавно, а вот была такая Обидочки. ситуация, да, а вот у нас вот недавно было такое. Вот, и все, и начинаются обидки, вот эти вот взаимные обвинения, и как-то что-то, как-то консенсуса не получается. Ну, ты тогда какие основные проблемы, как их избежать при конфликте с Психолога сервисом? приглашать надо, массажиста. М, Все, понятно. и проблем не будет. А руководитель должен обладать психологическими какими-нибудь скиллами? И массажными нет. Можно руководитель будет обладать, этими, как его называют, навыками управления, пожалуйста. Можно руководитель будет руководить. Я прям представляю, сотрудник придет на чем-нибудь жаловаться к тебе в офис, такой: "Ну, ложи ножки на коленки, я тебя помну, Помну, помну". помну, да. Все понятно. Хорошо. Из этого вытекает другая история. Очень часто меня сотрудники, коллеги, руководители, кто со мной работал или, в принципе, там смотрят на меня или спрашивают какого-то совета, часто поднимают историю о soft и hard skills, которые меня преследуют уже очень много лет. Помоги мне определиться. Вот я тебе сейчас скажу, что это для меня такое. То есть, Ну, да, это soft skills — это умственные навыки в плане какого-то руководства собственным временем, организации себя, организации пространства вокруг себя, процессов каких-то, на которые ты можешь повлиять и не можешь повлиять. И hard skills — это уже непосредственно какая-то работа автоматическая руками. Насколько это правильно я размышляю на эту тему и рассказываю? я, возможно, немножко тебя поднаправлю. Хард-скиллы — это все, навыки, которые необходимы тебе для выполнения твоей функции. А софт-скиллы — это вот весь твой эмоциональный интеллект для того, А, чтобы выполнять работу на качественно более интересном уровне. Представь себе тайм-менеджмент, мгм, умение организовывать свое рабочее время. мгм. Для человека, который, ам, м, скажем так, представь себе официанта. Для официанта тайм-менеджмент — это soft skill или hard skill? Умение управлять собственным временем для официанта, Hard который skill окей, а для, скажем так, для ивент-менеджера, для специалиста по организации мероприятий. тоже, Хорошо. А для учителя тайм-менеджмент — это что? тоже. Тоже хорошо. Сам теперь придумывай позицию, для Просто кого это получается не soft skills для учителя или для официанта, или для ивент-менеджера — это именно коммуникация с людьми. Умение с ними взаимодействовать, направлять, подсказывать, организовывать, то есть, взаимодействовать в общем сложности. Ну, то есть чувствовать их решать эмоциональный фон, конфликты, конфликты, делать да. правильный апсейл, делать вообще правильное предложение правильным людям, Мгм. уметь, как-то организовать и завершить продажу, да, потом провести это мероприятие, предвидеть какие-то там моменты, обеспечить взаимодействие всех, заинтересованных лиц. Мгм. Есть, на самом деле мнение моего, бывшего руководителя, и оно достаточно интересное. Она, сказала однажды, достаточно уверенно, что позволило мне поверить в её слова, о том, что софт-скиллы — это ответственность, и если у тебя нет ответственности, то у тебя нет софт-скиллов. По-моему, вот так, если я правильно сейчас говорю. Мгм. Вот навыки, да, это хардскиллы, то, как ты выполняешь то, что ты делаешь на работе, а вот soft skill — это вот если у тебя нет ответственности, значит, у тебя нет софт-скиллов вообще. И ни о каких софт-скиллах говорить не стоит. Блин, надо будет поразмыслить мне на эту тему. Интересно. А вот, ты затронула тему апселла, да, Ну, проскочила она. ну, У меня была очень интересная тема в Дубае. Пока я там работал, там, достаточно очень интересный специфический гость. И, в принципе, хочется сейчас развить с тобой вот эту тему. О том, что гость приходит в заведение, в лобби-бар отеля, допустим, или в кондитерскую какую-то, и он, не выбирает десерты, просто говорит: "Дайте мне бестселлер".
И с такой ситуацией я как шеф-кондитер часто сталкивался, что мы видим, что одни десерты проходят, в такие вторые не проходят. И, ну, то есть, ладно, одно дело, когда официант там предлагает тот десерт, который ему больше нравится, но зачастую люди просто берут бестселлеры какие-то, да. Но при этом мне интересно понять, насколько реально официант может повлиять на то, чтобы, когда гость четко пришел за бестселлером, там, не знаю, ну, сделать фотографию там, да, это потому что там его блогер любимый сделал. Это одна история, наверное. Но насколько официант реально может повлиять на то, чтобы предложить ему что-то другое? Официант может повлиять очень на много вещей в плане продажи, да, какого-то вашего предложения, которое вы формируете. По крайней мере, он может попробовать. Задача гостя всегда, вернее, решение гостя, его свобода в том, что он может не согласиться, а у официанта возможностей очень много для того, чтобы продать не только то, зачем гость пришел. Это, опять же, установление какого-то контакта с гостем, а, заинтересованность официанта именно в том, чтобы узнать у гостя инфу, что гостю может понравиться потенциально. Да? Это умение формировать заказ, а не просто быть прокладкой между гостем и кухней. Почему так происходит зачастую, что он является прокладкой? Лень, То есть человеку, получается, нужна мотивация. отсутствие спортивного интереса. М, Не соотношу результат своей работы со своей репутацией. Мне мгм. так ок. Понятно. Интересно. Ну, абсолютно, совершенно недавний кейс, ам, для меня, скажем так, недавний, когда, ты работаешь, в баре, коктейльном баре, и, у тебя есть там понимание, загрузки на сотрудников, бартендеров, которые готовят коктейли, которые непосредственно занимаются приготовлением, да. И есть официанты, которые, слепо реагируют на заказ гостей. То есть приходят гости, 4 человека, у тебя 4 человека за столом сидят, заказывают 4 разных коктейля. 4 разных коктейля. Как ты думаешь, время приготовления 4 разных коктейлей будет длинным или суперкоротким? Будет долгим или суперкоротким? Ну, мне кажется, он должен быть одинаковым, потому что если гости за одним столом сидят, им должны принести напитки одновременно. Им должны принести напитки одновременно, но время ожидания. Ну, удлиниться, конечно, типа якобы, потому что каждый коктейль по отдельности готовит, а не 4 одинаковых. Хорошо, а представь себе такую ситуацию, когда официант слышит сформированную просьбу, да, сформированное желание, мы хотим попробовать 4 разных коктейля. Мгм, И официант говорит, а почему бы вам, во-первых, он говорит, ну вот из этих коктейлей вот этот коктейль более аперитивный, мгм, а другой коктейль, вот с ним можно продолжить или, может быть, завершить вечер, или мгм, уже ближе к завершению мгм, подходить. Как вам идея? Напоминаю, бар, атмосфера соответствует. Как мгм, вам идея? Вы закажете, вот вы двое, один коктейль, вы двое, второй, а мгм, потом сможете решить, какой из этих коктейлей был самый лучший. мгм, А следующим раундом вы закажете 2 других коктейля. Вы одни 2 коктейля, а вы другие 2 коктейля. Что здесь происходит? Продажа? Продажа. Происходит? Происходит. И вместе с тем, бартендеру можно, выполнить, свою задачу супер быстро, потому что он готовит 2 одинаковых, еще 2 одинаковых, а не 4 разных. А есть, кстати, вот недокоммуникации, проблемы вот между кухней и сервисом, понятно, а между сервисом и барменами? Безусловно, абсолютно такие же. Да? Абсолютно Я думал, такие что же. нет. Нет, абсолютно такие же. Это тоже очень тонкий, очень деликатный момент. Понятно. Одно ОПГ против другого ОПГ. Дальше, рассуждая эту тему, недавно общались, с нашей с тобой общей знакомой Александрой по поводу, она мне делилась своей историей о том, что происходит вообще с общепитом в Петербурге. Она говорит: "Я очень сильно расстроена, потому что если раньше, люди ходили за вкусной едой, то Мгм. сейчас им нужны шарики, фонарики и фейерверки". Мгм. И знаешь, вот эти вот фигуры отливные из шоколада, то есть там как этот, бюст Венеры Милонской, как не бюст, а Венера Милосская просто Венера сама. Милосская, да, сама. И то есть какие-то вот такие подобные вещи, что люди уже не идут за вкусной едой, они идут за чем-то непонятным, какими-то эмоциями. То есть, ну, понятное дело, что сейчас, в принципе, очень пошла интересная тема маркетинга — продавать ценности. То есть ты Мгм. не продаешь не просто еду какую-то, а ценность, да.
И в соответствии с этим, возможно, то есть, получить какой-то хотя эмоция- это не является ценностью в тот же момент, самое что интересное по факту. То есть, может быть, для кого-то является, но вот если рассматривать с точки зрения маркетинга, то ее не подводят под эту историю. Получить эмоции, то есть. И, короче, почему так происходит? Почему публика, она зажралась или что? Нет, я думаю, что все связано с, ограничениями, с, ковидными вот этими временами, когда у нас люди разучились общаться. Они в рестораны разучились ходить. И сейчас большинство людей идут за экспириенсом. У них этого экспириенса очень давно не было. И если я иду в какие-то заведения для того, чтобы попробовать то, что я знаю, и не разочароваться, это для меня очень важно. Не разочароваться. То многие идут просто за каким-то впечатлением. А что мы себе сейчас можем позволить? Путешествовать. Ну, кто-то, может, и может. Нет, ну кто-то может себе позволить. Почему вот из путешествия осталось это одно гастрономическое? Почему бы и нет? Все хотят экспириенсов. Хорошо, у меня сразу 2 вопроса, А по естественно. поводу бестселлеров вот этой вот всей ситуации, люди иногда просят бестселлер для того, чтобы не разочароваться. И Ну, именно там Дубай поэтому, другая и история именно была. поэтому они иногда спрашивают: "А что вот самое вкусное?" Они не хотят разочароваться. Особенно если для них поход в какое-то заведение, какое-то событие, не рядовое. Вот с теми, кто устал решать в своей жизни, вот с ними можно поиграть, и им можно попредлагать, можно за них порешать, и можно им какое-нибудь тоже устроить путешествие гастрономическое туда и обратно, хоббит. Ну, самое что смешное, вот, ответил уже на мой вопрос про путешествие гастрономическое. Очень мало таких людей, которые готовы экспериментировать. Да, соглашусь, Потому очень что мало. я очень люблю экспериментировать десерты. Я не люблю готовить простую классику, я люблю вот прям что-нибудь фильтикустяпистое такое. А потом понимаю, что у меня там раз-два человека, которым это было бы интересно. И на тебя есть тоже свой гость. Любое успешное меню — это всегда симбиоз классики, либо того, что успешно мимикрирует под классику, и какого-то бешеного авангарда и чего-то чрезвычайно авторского. Потому что если ты примешь во внимание мой опыт работы в ресторане с авторской кухней, с очень сильным шеф-поваром, у которого была очень уверенная прямая речь, все равно был момент в продажах, да, когда официанты предлагали, рекомендовали то или иное блюдо, они делали ассоциацию с какими-то классическими десертами. И всегда среди вот этого взрыва вдохновения было что-то такое, знаешь, ам, то, что можно ассоциировать с классикой, то, что можно ассоциировать с чем-то знакомым, то, что можно увязать в какие-то рамки привычного вкуса. И это тоже был десерт, который генерировал свою там часть выручки. Мгм. Ну, небольшую. Свою часть выручки. Хорошо. На любого творца есть свой, поклонник, есть свой обожатель. Ловца зверь бежит. Да, но творчество, оно всегда должно быть, особенно сейчас. Общая ресторанная тенденция 22-й, 23-й, наверное, 24-й год — это at table experience. Это чтоб тебе тут это и сверкало, и еблось, и перед твоим столом что нибудь делали. Резали, смешивали, вот это вот все. А мне наоборот казалось, что типа люди этого не хотят. В смысле? Чтоб сверкало и еблось? Все хотят. Опять же, люди, которые приходят за экспириенсом для того, чтобы удивиться, порадоваться, почуять то, что они раньше не чуяли, вот им это нужно, Это не действительно. является навязчивым сервисом. Для меня это было бы навязчивым сервисом. Вот Но для меня опять это же, тоже. опять же, тут вопрос аттитюда, какой к тебе попадется вообще сотрудник, какой попадется у тебя официант или там супервайзер, администратор, Ты неважно имеешь в кто. виду как раз таки, ты обладает ли он софт-скиллом, чтобы понять, какой гость? Да, да, обладает ли он софт-скиллом, чтобы понять, нужно сейчас выпендриваться или нужно немножечко устаканить ливер. Потому что, ну, действительно бывают такие моменты, когда твоя яркая индивидуальность супер уместна, а бывают такие моменты, когда ее лучше припрятать и дать возможности развиться яркой индивидуальности гостя.
И есть все-таки в наших странах постсоветских культ еды. Я тебе скажу так, у моего дедушки было 2 холодильника, и они должны были быть всегда заполненными. А что такое тогда культ еды получается, если вытекать из этого? Мне кажется, что мы все, я тебе как говорила уже, мы из одного детства. Мгм. Для нас это, опять же, праздник, отдых, ну, застолье, вот эти майонезные салаты, вот эти все чудеса. Ну, Шубы изобилие, вот захотелось. это, да, изобилие, вот эта вот радость, вот это вот, ну, еда — прекрасный способ передать эмоции, передать энергию. С едой связаны вообще максимально приятные, мне кажется, детские там и семейные воспоминания. И культ еды не только у нас, культ еды у всех. У всех такие отношения любовные с едой, мне кажется, у многих. У Интересно. всех стран, у которых есть своя какая-то сильная, серьезная гастрономическая культура, во всех странах существует культ еды. Во всех абсолютно. Даже у оленеводов, которые едят там сырое что-то. Забыл, как называется. Я тоже. Неважно. Строганина. Они еще что-то там сырое едят. Знаю Вот. только строганина. Но там вообще, там же еще какие-то там сакральные вот эти вот смыслы. Меня впечатлила история этого азиатского азиата, который рассказывал, как их, значит, 5 лет учат в кулинарной какой-то путяге, как, значит, с продуктами первые 2 года. Ну, я тебе опять же такой, это, знаешь, такой анекдот. Мгм. Первые 2 года они режут овощи, Мгм. на третий год им дают, значит, курицу. Мгм. И, они, значит, ее сначала разделывают целый год. На четвертый год им дают возможность, значит, со всеми потрохами куриными разобраться и все это притворить, значит, в жизнь и использовать абсолютно всю эту курицу на максимум. Потому что Мгм. если животное было убито, это убиенное животное должно быть использовано На на все сто сто процентов, да, процентов. на все 100%. Поэтому, на 5-й год им, по-моему, диплом дают, и все. Больше курицу не трогают. Вот, но опять же, вот такое тоже отношение. Наполнение всего смыслами. Ну, вот это, кстати, классно. Мне кажется, это то, что мы потеряли в плане обучения. Использовать продукты на все 100%. А мы сейчас это все найдем. Подожди. Sustainability и the new, black. Да, все будет сейчас sustainable, будем все использовать, все эти корочки, ошметки, господи, шкурки, ножки и рожки. Насчет возвращаясь к гостям и клиентам, все-таки почему гости все равно во все времена, даже тяжелые, не тяжелые, все равно ходят по заведениям? Мне кажется, что это, опять же, да, самый доступный способ расслабиться, самый приятный вариант. У всех же сейчас эскапизм, мы хотим забыться. И не только сейчас, всегда, вне зависимости от там ситуации, которая происходит где-то. Есть в нашей жизни что-то, от чего мы хотим убежать, от чего мы хотим дистанцироваться. Самый доступный вариант эскапизма — пойти в заведение. Твои слова правду говорят. Возможно. Возвращаясь обратно к вопросу, у меня есть интересный в плане маркетинга. Мы с тобой как-то давно очень его уже затрагивали, и хотелось бы его снова вспомнить и И затронуть. анонсировать, да, и затронуть. Столкнулся с очень классной историей в Дубае. Безумно моя любимая. Заказывали суши. Но суши заказывали, нам привезли. Такое ощущение, будто нам привезли ювелирное украшение Cartier. Эти коробочки, эти на магнитах, толстый этот картон дорогущий. Только что там не было замши еще обито, это изнутри Но все. это не гигиенично. Прилипало бы. Ну, Но суши при этом разваливались, даже до рта донести не успевали. И при этом, при всем, вспоминаю очень часто историю работы в отелях, весь вот этот вот мерч, салфетки, какие-то буклеты, рекламные, вот эти вот все штучки-дрючки, визитки, упаковки под торты мои безумно любимые, да, то есть я вспоминаю, когда мы там магнитные, дорогие, классные делали, и вспоминаю, когда делали эти, были дешевые, точнее, там вообще галимые, которые разваливались, даже в торт в них нельзя было поставить. То есть насколько ты считаешь это важной частью
этой индустрии? Насколько она должна? Насколько нужно акцентировать на этом внимание? Считаю суперважной частью. На этом нужно всегда акцентировать внимание, и если есть такая возможность финансовая, то обязательно в это вкладываться. Это Оправданного бренд. получается вложения? Все зависит от масштаба бизнеса. Все зависит от масштаба и все зависит от аппетитов. Если вы хотите расширяться, если вы хотите, зарабатывать больше денег, если вы хотите увеличивать свою клиентскую, гостевую, неважно, базу, то в какие-то сопровождающие рекламные материалы необходимо вкладываться. Все должно запоминаться, все должно ассоциироваться. Все, что рождает эмоцию — это твой шанс на бесплатную рекламу, на дальнейшую бесплатную рекомендацию кому-то, только исходя из-за того, что у тебя супер пиздато выглядит, какая-то твоя сопровождающая вот эта вот коробочка, пупочка, конвертик, открыточка. Хорошо. Здесь у меня тогда появляется интересная другая история. Тоже, опять-таки же, когда-то мы с тобой обсуждали это маркетинговые контракты. Да. Моя любимая история, когда я работал в ресторане, и мы заключали договор с поставками мороженого моего безумно любимого Мовенпик. Лучшее мороженое. А, Привет, Мовенпик, пришлите нам денег. да, Мы на "Ютубе". да. Короче говоря, и прикол был в том, что, мы заключали договор, и нам учитель говорит: "Если вы в меню укажете Мовенпик, наш логотип типа, Мы мы вам вам 20 доплатим. килограмм бесплатно дадим". А что ты 20 килограмм? Почему не денег? Ну, это уже Почему история с не коррупцией, почему не которая 20 как килограмм раз денег? следующий вопрос у меня к тебе Ну. был. Ну, то есть, и насколько ты считаешь классной этой историей и правильной? Смотри, маркетинговые контракты уважаю. В маркетинговые контракты очень верю. Маркетинговые контракты, их мир очень разнообразен, и то, какую форму они могут принимать, иногда суперположительно, может повлиять на бизнес. Любой бренд, который приходит к тебе сотрудничать, приносит с собой не только деньги, не только какие-то идеи, не только свой какой-то фирменный шрифт, он приносит с собой свою аудиторию, свою репутацию. И это супер ценно. И это супер здоровое сотрудничество. А если при этом соблюдаются какие-то финансовые моменты, финансовые аспекты, почему бы и нет? Это вин-вин. Но когда, идут на поводу маркетингового контракта, но при этом теряют в качестве. Ну, тогда, собственно, никто из участников этого соглашения качественно не сработал. Зачем? Ради чего? Все мы снова живы для наживы. Мы же в любом случае хотим зарабатывать больше денег, делать что-то большее, делать что-то более, там, не знаю, интересное, Мгм. расти, развиваться. А если это все уходит просто в обмен в пинг-понг ты мне, я тебе между какими-то там средними решалами, менеджерами, недоменеджерами, то это, сори, очень нездоровая хуйня. Хорошо. А вот эту интересную тему ты задела, на тему того, чтобы деньги в карман положить. И я вспоминаю несколько моих любимых историй про шеф-поваров, которые нагрелись, про F&B-директоров, которые на машины себе заработали за год, и все тому подобное. Вот у меня вопрос: неужели это реально невозможно отслеживать? Как это происходит? Почему? Потому что, ну, о том, что там, это прекрасно, что таким людям совесть позволяет, это круто, потому что мне совесть не позволяет. Когда предлагали, я такой: лапки назад, типа не. И все в дом в плане там, на предприятие тащил, но не в Коррупция — карман. это вообще, в принципе, любое злоупотребление служебным положением. Да, Неважно, присваиваешь 100%. ли ты деньги, распространяешь ли ты бесплатно услуги, за которые ты должен брать деньги, или еще какие-то варианты. К сожалению, коррупции, для того, чтобы избежать коррупции, есть только один верный способ — нанимать порядочных людей. Вот вам мое звуковое сопровождение. Вот, сори. Не все люди, которых ты нанимаешь, являются априори порядочными. Не все развиваются, не все способны не потерять это качество в процессе работы. Очень много соблазнов, очень много соблазнов.
Очень много, очень много. А самый главный соблазн — это вот те самые пресловутые медные трубы, когда ты ощущаешь полную вседозволенность и начинаешь эксплуатировать, рабочее место, коллег, подчиненных, неважно. Боль, да и только. Мгм. Надо психолога вызывать. Массажиста, массажиста, Психолога-массажиста. массажиста. Да. Мы придумали новый отдел — психолого-массажный. Отдел вспоможения. Я, кстати, когда читала список вопросов, я подумала, что к коррупции ты относишь вот прямо злоупотребление служебным положением, а не присваивание там денежных средств Но это в итоге просто, это всё маркетинговых контрактов. ты все правильно говоришь. Просто, видишь, я не уточнил о том, что мне было интересно поднять тему в плане всего зачастую, как работает поставщик, рестораном, управленцем или с тем, кто непосредственно ведет какие-то переговоры, договорные отношения финансовые с, поставщиком, и кто-то контрольный конкретный. Если нет правил внутренних или внешних, которые регулируют подобные взаимоотношения, может произойти все что угодно, потому что это люди. Это two-way street. Хорошо. Наверное, последний вопрос тебе задам. А, Ты когда собеседуешь человека, какой контрольный вопрос ты ему задаешь, чтобы понять, что это он? Мне кажется, что какого-то единственного контрольного вопроса в принципе нет. Я смотрю на человека, задаю ему разные вопросы. Часто я зову свою коллегу на собеседование для того, чтобы у меня был какой-то момент обзервейшена, да, чтобы я посмотрела со стороны, как это происходит, и в нужный момент задала тот вопрос, который интересует именно меня. Все супер индивидуально, люди все совершенно разные. Есть один вопрос, который меня очень сильно огорчает и печалит, который мне задают, наоборот, кандидаты. Вот когда Мгм. ты говоришь: "Какие у вас вопросы, пожеланица, предложенница?" Вот сейчас время пошерить. И когда кандидаты мне говорят: "А какой для вас идеальный кандидат? А какого вы сотрудника вот хотели бы видеть на этой позиции?" Задают этот вопрос? Конечно. Ни разу в жизни не задавали мне этот вопрос. Ну, может быть, ты не на те позиции собеседовал. Это те Действительно. позиции, где вот так вот софт-скиллов надо. А, Вот, и этот вопрос меня очень сильно печалит. Почему? Какого сотрудника ты хочешь, Валера? Проактивного, который качественно работает и желательно бесплатно? Ой, я сейчас, конечно, очень очень ну, это я преувеличиваю, конечно, на самом деле не так. Вот. Но по факту мы хотим этого от сотрудника, чтобы он сам себе шуршал, и ты его палочкой не тыкал без надобности. Не проверял, жив он или нет? Да, да, чтобы результат работы был качественным, чтобы можно было на него полагаться, и чтобы он получал ту зарплату, которую, собственно, отражает весь его функционал текущий. Какого я хочу сотрудника идеального? При этом совершенно чудесные люди задают такой ужасный вопрос. Вот совершенно адекватные люди, с которыми ты разговариваешь, и в итоге понимаешь, что ты уже на 80% готов дальше там стажировать, предлагать, продолжать общение, и когда вот это вот прилетает вот этот вопрос, а какого-то супер там, не знаю, универсального вопроса, чтобы прочувствовать человека и понять. А нормально ли задавать, человеку, вот, на самом деле, когда мы открывали отель, мне очень понравилась тема вести разговор, вести собеседование в неформальном формате и спрашивать человека на тему, а чем вы занимаетесь в своем свободное время. Это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. Во-первых, мне кажется, что все, что позволяют тебе рамки приличия и воспитания, и там контекст общения — это все абсолютно нормально, нет никаких табу. Нет никаких рамок, начни когда заохочешь. Нет, ну это абсолютно все нормально. Неформальное собеседование, спросить, какие книжки ты читал, какое кино ты смотрел, какую музыку ты слушаешь. Тебе же важно понять, кто будет вот этот вот человек, который с тобой бок о бок будет, херачить там 100 000 000 Наполеонов, понимаешь? Понимаю. Ну, или в одном цеху с 7 утра стоять куличи Да, не с 7, мешать. а с 3 ночи. Ну, ну.
Щас вспомнил, что смотрю на тебя и понимаю, что не задал 1 вопрос, забыл задать, который мне безумно нравится. А, История такова о том, что часто мы с друзьями это обсуждали, где-то до 25 лет. Я помню, мы прям очень часто это обсуждали, поднимали всегда с коллегами, естественно, в основном, а не с друзьями. Понятно, И у нас нет друзей, у нас одни коллеги. да. И у нас нет друзей, которые с нами не работают. Бля, это ж больно стало. Не, у меня есть, ладно. И в этом я тоже В этом я молодец. тоже преуспела. Да. А, Часто обсуждаем всегда это, когда приходишь в заведение, естественно, сразу же это все всплывает наружу. Мгм. История с профдеформацией. Ну, А, Тут мне интересно узнать твое мнение, когда она наступает. Зак сразу же, как только ты начинаешь работать, она наступает. Ну, И когда заканчивается, если заканчивается. мне кажется, не заканчивается никогда. Просто розовые очки надевать учишься? Я тебе расскажу, вот какой случай из своей жизни. Мы работали с моим другом Яном, официантами, и, мы работали в состоянии жесткой мясорубки и жестких стандартов, в том числе стандартов сервиса, которые регламентировали формат общения с гостями. И, то, каким образом мы должны были себя вести, да, в соответствии с брендом, от имени которого мы работали. И когда мы с ним ходили в какие-то другие заведения, а, другого формата, и самый простой пример тебе приведу — это рестораны "Зум" и "Тепло". Ты был когда-нибудь в "Зуме" на Гороховой и М, "Тепло"? Тепло слышал, но никогда там не Во было. дворе Дома композиторов. Мгм. И когда там, супер френдли формат, всегда были, индивидуальные ребята-официанты, и всегда было очень приятное взаимодействие, опять же, супер неформальное. Садились у стола ребята для того, чтобы брать заказ, им позволялось присесть рядом на свободный стул для того, чтобы продолжить общение. У них не было каких-то моментов табу и жестких стандартов сервиса. Вот, но при этом все было достаточно уместно, потому что это поддерживалось общим вайбом, форматом заведения, его меню, вообще всей концепцией. Это все было супер увязано. И мы тогда с ним таяли, и мы оставляли там 100 тысяч миллионов денег, и потом, значит, это обсуждали, какие они все хорошие. О, боже мой, а она вот так вот, она села, ты видел того? Вот, и оставляли какие-то совершенно конские чаевые. Вот это у нас было начало профдеформации. Профдеформация наступила сразу же. Мы начали сравнивать, как делают они и как делаем мы. И абсолютно такое же состояние профдеформации ты несешь там дальше через всю свою жизнь. Но в какой-то момент ты перестаешь восхищаться, потому что начинаешь больше понимать. И начинаешь жестко негативить. А переходит эта черта из негатива куда-то дальше или нет? Я не знаю, я тщательно этого избегаю. Я люблю суперпростые места. Понятно. Суперпростые места, в которых, нет вот этого флёра, нет этой претензии, нет вот этого опломба, потому что мало кто его может выдержать. Поэтому я люблю ходить в "Лидо" и попрыть креветки и столовку. Чрезвычайно поддерживаю все столовки, особенно в Республике Беларусь. Обожаю Да, столовки, обожаю все вот эти вот, корзиночки с белковым кремом. Это в тему десертов тебе я скажу. Вот, корзиночки с белковым кремом, и чем проще, тем в лучше. "Рудный кут" заходишь? Я не знаю, что это. А, После работы потом как-нибудь надо будет тебе показать. Хорошо, без проблем. Нет, чем проще, тем лучше. Там у тебя вообще голова не работает. Там тетя такая стоит, она те что-то накладывает. Она такая приятная, она На что-нибудь еще убойную что-нибудь столовку тебе ходила? да, что-нибудь еще тебе скажет. Холодник на обойной столовке. Я, по-моему, когда, после рождения ребенка, я просила Артема мне таскать оттуда холодник. И хлебушек. И хлебушек. Да, там хлеб был очень вкусный. Вот, и абсолютно вся вот эта вот шелуха и все вот это вот желание контролировать, и голова, которая крутится на 360 градусов, пропадает, и все эти язвительные комментарии, и все вот эти вот обсуждения.
чего мы хотим, когда мы вот эту вот профдеформацию демонстрируем где-то? Мы же производим впечатление на людей, либо ищем понимание, если мы с такими же коллегами сидим. И это тоже для нас такой прикол. Вот мы сейчас это вот сейчас вас пообсуждаем там. Ну вот, а с другими людьми ты пришел, ты такой: "Сейчас я вас проведу через эти дебри, сейчас я вам покажу, сейчас я вам вот выберу, что есть, что вкусное, и вот сейчас я вам здесь покажу, как должно быть. Я о вас забочусь исключительно". Я неприятный гость. Не Я ты не одна, поэтому я всегда передаю эту эстафету, чтобы кто-то делал заказ, кто-то просто общался с официантом или что-то, потому что я сам. ты просто рядом пыхтишь. Да, да. Вот таким Но при образом. этом зато, если мне даже волос попадется в еде, я просто вытащу и продолжу есть дальше. Не знаю, не могу сказать, как я почувствую. Как я почувствую тебя в тот самый момент с волосом. Понятно. Спасибо тебе огромное за эту Ура, все потрясающую закончилось. съемку. Да, все закончилось. Я тебя искренне благодарю. Это было очень потрясающе. Надеюсь, что после редактуры тебе тоже понравится. Зря это сказал, ладно, потом вырежем. Короче говоря, Ставьте спасибо тебе лайки, огромное. подписывайтесь на канал там. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в ваших комментариях, желательно много хорошего в адрес этой очаровательной девушки. И в адрес очаровательного Молодого ведущего человека попрошу. этой телепередачи. Если ты хотел сказать мужчина, я не готов это воспринимать. Ведущий телепередачи. Это был Bake No Fake.